Решила я сделать органайзер для кистей, а то они у меня вечно использованные вот так вот в краске стоят. Делать будем из вот таких вот трубочек. Это трубочки из-под фольги. Они бывают разного размера. Намечаем необходимый размер. Ну, допустим, эти я сделала по 12, 11. Допустим, вот в таком вот виде. И вот сюда вот еще 3 по, допустим, 10 сантиметров. Наметили. Так, сразу композиционно. Вот самая большая 10 и 2, допустим, по 9. Ну, одну придется отрезать. Так. Берем лезвие, аккуратно ставим, делаем первый пропил. И вот так опускаем. Почти ровно. Ножничками подрезаем, но хорошо режется. То есть выравниваем край. Так, ставим, не стоит. Еще выравниваем. Стоит. То есть я хочу сделать вот таким образом. Большая, и еще сюда маленькие. И для основы также понадобится плотный картон. У меня это арголит из-под рамки. Окрашивать я буду акриловыми красками. У меня есть вот такой перламутровый, фиолетовый. И для того, чтобы он остался таким же ярким и красивым, необходимо сделать грунтовку наших заготовок, палочек белым цветом, то есть белым акрилом. Я уже прокрасила внутри и снаружи. Но я предполагаю, что это придется даже делать в несколько раз. Все видите, оно очень сильно впитывает в себя. Надеваем на пальчик и прокрашиваем белым цветом. То есть для того, чтобы сохранить яркость цвета уже финального, необходимо, конечно, делать светлую подложку. Будет меньше уходить самой краски, она меньше будет впитываться и будет ярче.
есть на первый раз прокрасили, когда оно высохнет, можно будет на второй раз пройтись. Видите? И оставить до полного высыхания, прежде чем работать другим цветом. Видите, насколько цвет меняется. И макушечку. В процессе работы я решила усложнить цвет, придав больше контраста. Навела акриловую краску яркого фиолетового цвета, губку и прохожу активно по краю одному и с плавным градиентом вниз. Вот такие трубочки. И внутри тоже даю немного цвета. Такими растирающими движениями. Теперь делаем фиолетовым перламутром. Также губкой. Я хочу, чтобы оставалась еще определенная фактура от губки, поэтому наношу достаточно активно. Видите, остается фактура. И также немного внутри этого цвета.
Пока акрил сырой, берем, ставим на поталь. Отрезаем необходимый кусочек и протираем. И вовнутрь. Вот такие трубочки. Можно чуть-чуть прокрутить аккуратно. Вот почему я выбрала фиолетовый цвет, потому что получается самый красивый контраст холодного и теплого цвета. И золото очень красиво смотрится на фиолетовом. Руки, конечно, в краске. И останется прокрыть только трубочки лаком. Итак, я покрасила лаком, он у меня высох. Также я сделала основу
немного побольше, чтобы они были на расстоянии. Покрыла серебряной поталью. И сейчас будем собирать на клей-пистолет. Небольшое количество. Прицелились и прижали, немного подержав. Следующий. Место стыка я еще дополнительно обработаю поталью, чтобы не было видно. И хочу поработать вот над этими вот цветами, покрыть также поталью, где-то может быть пудрой, и дополнить. Ну что, любуемся результатом.